Глубокой весной, когда снег еще держался в тени сосен, Иван Михайлович возвращался к своему дому в Карельской тайге. Лес был тихим, но в этой тишине чувствовалось что-то тревожное. Вдруг он заметил впереди темное пятно, покачивающееся на ветру. Подойдя ближе, старик замер. На березовой ветке висел огромный черный волк, истощенный, едва живой. На его шее была дощечка: «Слишком опасен, оставьте умирать». Иван не раздумывал. Он достал нож и начал перерезать стальной трос. В этот момент ему показалось, что из глубины леса за ним кто-то наблюдает. Но он не остановился. Освободив волка, он аккуратно опустил его на землю, а затем, несмотря на возраст и боль в суставах, понес к себе домой. В избушке он обработал раны зверя. Следы побоев, истощение и петля на шее говорили сами за себя. Это дело браконьеров. Причем не обычных, а тех, кого в округе называли лесными мясниками, жестоких людей, убивающих ради забавы. Волк вел себя странно, не рычал, не пытался укусить, словно понимал, что ему помогают. Ночью стало ясно, что опасность не прошла. Волк насторожился, глядя в окно. Иван выглянул. Между деревьями стояла фигура человека, наблюдала. Потом исчезла. Утром вокруг дома старик обнаружил следы ботинок. Кто-то обходил его жилище ночью. Понимая, что одному не справиться, Иван отнес волка к деревенскому ветеринару Маргарите Сергеевне. Она подтвердила, зверя долго мучили и пытались добить. Но несмотря на это, он держался, словно у него была причина жить. Слухи быстро разошлись по деревне. Люди начали тревожиться. Если браконьеры вернулись, значит, будет беда. И опасения оправдались. Вернувшись домой, Иван обнаружил взломанную дверь и чужие следы внутри. Ничего не украли, искали волка. А вскоре произошло нечто неожиданное. У ручья неподалеку мальчик по имени Кирилл оступился и начал падать в воду. Иван не успевал помочь, но вдруг из ниоткуда появился волк, все еще слабый, хромающий, и сбил ребенка в безопасное место, сам едва удержавшись на лапах. Этот момент изменил отношение людей. Волк, которого боялись, спас ребенка, но радость длилась недолго. На двери дома Ивана появилась надпись, вырезанная ножом: «Ты его все равно не удержишь». Ночью разразилась буря, и вместе с ней пришел тот, кто стоял в лесу. Браконьер по имени Леонид. Пьяный, озлобленный, с металлической трубой в руках, он требовал отдать волка. Когда Иван отказался, тот начал ломиться в дом, разбил окно и попытался ворваться внутрь. Волк встал между ним и стариком. Началась схватка. Леонид почти пролез в дом, но в решающий момент волк, собрав последние силы, бросился вперед и сбил его. Браконьер потерял равновесие и вывалился наружу, тяжело ударившись. В этот момент подоспели жители деревни и участковый. Леонида задержали. Опасность закончилась. Люди, еще вчера боявшиеся зверя, теперь смотрели на него иначе. Волк доказал, что способен не только выживать, но и защищать. Староста деревни сказал просто: «Пусть живет». Иван согласился. На следующий день, когда буря утихла, старик и волк поднялись на холм за деревней. Весна, наконец, вступала в свои права. Снег таял, воздух был свежим. Волк шел рядом уже увереннее, хотя все еще прихрамывал. Иван положил руку ему на голову и тихо сказал: «Теперь это твой дом». Волк коснулся его ладони носом. Иногда самые сильные перемены начинаются с одного поступка, когда ты решаешь не пройти мимо. Эта история не про дикого зверя и старика. Она про выбор: проявить жестокость или милосердие. И про то, что даже тот, кого мир считает опасным, может оказаться тем, кто спасет жизнь.